друзья мои, самый главный по мистике на месте. Сейчас мы быстренько здесь все разоблачим, а вы, как всегда, в комментариях напишите, шо фэк, а шо не фейк. Всем хорошего настроения и здоровья. Ай, ну давай. Так, сейчас мистика пойдет, внимание. Церковь, Фиксируем мистику. безмятежность и спокойствие. Эти видеозаписи, которые вы сейчас увидите, покажут церковь совершенно с другой стороны. Из-за высокой концентрации духовности или простого совпадения случаются страшно. некие вещи, которые невозможно увидеть в любом другом месте, только в церкви. В этом месте иногда действительно происходит много чего странного и необъяснимого. Как вы думаете, что это за темный жуткий Ёпта. силуэт стоит вдоль прохода церкви? Почему на него никто не обращает внимания? Пишите свои предположения в комментариях под видео. А мы Испугались? начинаем. И у нас Обосрался. 8 страшных вещей, снятых на камеру в церкви. Так, все. Значит так, внимательно сейчас смотрим, потому что нас в очередной раз хотят надурить. Внимательно сейчас фиксируем и очень-очень внимательно смотрим за вот этими вот мистическими явлениями, да. А ты в комментариях пиши, шо фейк, а шо не фейк. Так, первый сюжет, поехали. Сейчас мы быстро все разоблачим. В мае 2018 года возле католической церкви в штате Массачусетс парень, проходящий мимо церкви, снял странную и жуткую женщину. А чё, не пойму, там бывшая моя делает? Куда полезла, мать? Ты видал, по столбу поперла. Куда? Куда, родная? У нее длинные Я, главное, и говорю. А что, из дурки, что ли, сбежала уже? Там день открытых дверей был? черные волосы и белое платье. Ля. Она ему показалась подозрительной. Парень включил Она ему показалась подозрительной? То есть то, что баба лезет по столбу на второй этаж какого-то здания в свадебном вроде как платье, это как бы не показалось ему подозрительной. А вот то, что она как бы, знаешь, что-то, говорит, я заподозрил. Что-то тут не то. То, что она, говорит, вот по отвесной вот столбушку лезет. Да, что-то здесь где-то спрятана какая-то загадка, да. камеру и заснял эти жуткие кадры. Мы можем заметить, как женщина без особой сложности начинает взбираться прямиком вверх по колонне. Она должна иметь феноменальную силу, Sanctum чтобы так Spiritum. быстро и умело вскарабкаться на второй этаж. Видео было загружено в интернет и собрало невероятное количество просмотров. Возможно, что это монтаж или постановочное видео, а также не обошли стороной и мнение об одержимости демоном. Кто бы что ни говорил, но видео, снятое возле этой церкви, действительно вызывает страх. Слушайте, ну хочу от себя сразу сказать, первый сюжет что-то больно, как-то он реалистично снят. Я, конечно, понимаю, что там все дергается и чудо монтажа никто не отменял, но что-то как-то я бы хотел все-таки склоняться к тому, что это фейк, но что-то как-то опасно. Нашествие саранчи уже давно предзнаменует для многих такое, да, религиозных общин криповое видео. чем-то зловещим Так, и второй плохим. сюжет. Так вот, церковь в Перу. Вы можете видеть, как тысячи саранчи заполонили маленькую церковь. Комых так много, что в некоторых областях скопления превращается в сплошные темные пятна. Самое странное, что снаружи церкви все нормально, и саранчи нет. Насекомые забрались именно в эту маленькую церковушку. Вопрос, почему именно в нее? Еще больше вопрос, почему находящиеся в церкви люди никак не реагируют на происходящее и продолжают заниматься своими делами? Может, они уже привыкли к такому? Что думаете? Слушайте, ну это по любасу привыкли к такому. Я думаю, что это просто, ну, как бы уже привычка, то есть это как нормально. То есть уже, может, там из года в год одно и то же проходит, происходит. Но почему их нет на улице? Они все так довольно спокойно реагируют. Слушайте, по второму сюжету, пожалуйста, комментарии оставьте. Что вообще трэш какой-то. Моргающий Иисус. Это Идеи нет, почему они могли именно в здание так щемиться. Ну, то есть, хз, правда. видео, которое многие верующие уже обозвали реальным случившимся чудом, было заснято в часовне в мексиканском штате Третий Коауила де Сарагоса. Запись была размещена в интернет. Исключая верующих, многие пользователи заявили, что это видеомонтаж. И еще часть уверена, что тут имеет дело оптическая иллюзия.
Как заявляется в описании, Что там такое? запись была сделана в июне 2016 года. Человек, который записал видео, попросил не называть себя, но сделал заявление, что пока была съемка, он не заметил ничего необычного. Лишь спустя сутки, пересмотрев видео, он увидел, что в течение пары секунд статуя Иисуса открывает глаза. Для изучения видеозаписи было приглашено 20 экспертов, и они в течение недели рассматривали ее. Среди них были скульпторы, священники, дизайнеры эффектов. Никто из них не нашел признаков обработки видео в какой-либо программе. К слову, сами служители часовни, где было заснято видео, не проявили никакого интереса к видеоролику, они даже отказались его смотреть. Слушай, ну если этот видос еще и проверили, и типа это не фейк, ну это тогда вообще просто ГГ. Это просто жестко. Это ты прикинь, ты просто сидишь, на тебя так раз, опа, привет. Слушайте, напишите, что вы думаете. Ну, я надеюсь, что это все фейк и монтаж, что это вообще трэш какой-то. Ну, реально, типа, охереть просто. Это страшное видео было загружено на YouTube в марте 2015 года. Действие происходит ночью, возле Британского собора. Кадры получились действительно интересными. Что вообще Видео охереть начинается просто. с того момента, как автор снимает красивый собор в ночное время, когда что-то внезапно привлекает снимающего внимание. Сначала это не кажется чем-то необычным, возможно, просто часть стены или какой-то выступающий объект. Однако, по Что мере такое? приближения камеры, мы можем видеть, что этот объект является чьим-то лицом. Автор видео подходит все ближе и ближе, мы видим все четче лицо, но тут же этот силуэт начинает прятаться за стеной. Это какие надо яйца иметь, чтобы потом подойти резко к этому месту, после того, как ты за углом видишь какую-то неведомую херню. Это яйца должны быть вот такие металлические просто. И вовсе исчезает. Снимающий осматривает каждый угол собора и не обнаруживает никаких намеков на присутствие кого-то потустороннего. Как вы думаете, чье это было лицо? Призрак? Да это вообще непонятно, что то ли лицо, то ли жопа. Что это? Вы видите лицо? Не знаю, может я как-то... Картина Девы Марии вдруг начинает шевелить Непонятно. губами, словно произносит молитву. Это видео было снято в 2015 году в церкви Сан-Чарльз в Сиднее, Австралия. Два прихожанина в этот день посетили церковь, когда они неожиданно запечатлели кое-что невероятное на видео. Если вы присмотритесь внимательно, похоже, что губы Девы Марии двигаются в точности, как произносит молитву священник. Да не, ну здесь явно прям монтаж видно Наиболее хорош. удивительная вещь в этом инциденте то, что две отдельные камеры захватили события, показывающие движение губ. Да не, Кристен, хорош девушка, фейк это. заснявшая этот момент, загрузила видео в Facebook и Меткое собрала более наслаждение миллиона тебя. просмотров. В интервью она сказала, что тихо сидела в церкви, когда внезапно подруга подтолкнула ее Да не, ну посмотреть фейк на видно. картину. Кристен была в дикой дрожи, когда увидела это. Твою мать, как обычно, камера 144, приближенные максимально, просто все квадратами пикселит. Господи, когда вы уже научитесь на нормальные телефоны снимать? Уже, я не знаю, 2158 год идет, уже у всех камеры, я не знаю, 100, 200, 300 там пикселей, сколько там? Там можно, я не знаю, я полю за соседями в этом, через дорогу в доме. Уже все вижу, я там уже всю квартиру вижу, эти все снимают, на что она, я не пойму, снимают? Два стекла прикладывают, снимают, что Некоторые ли? говорят, что это явление фокус скажи, глаз, искажение созданные обычно. при помощи Я не верю. движения камеры. Но авторы видео утверждают, что это действительно происходило, и это было чудо. А что думаете вы по поводу этой ситуации? Ну, хз, напишите тоже в комментах. Не знаю, Это под вопрос. удивительное видео было загружено на YouTube в апреле 2010 года. Вы можете видеть железную дверь с приоткрытым окном и закованная она в цепях. Интересно, что же там скрывают? Почему так все замуровано в этой церкви? Если вы внимательно посмотрите, то заметите призрака из темного отверстия.
Бледное призрачное лицо, выглядывающее наружу. Хотя некоторые утверждают, что лицо вероятно просто отражение от камеры, другие считают, что камера действительно засняла потустороннее в этой церкви. А что думаете вы? Это был призрак, обитающий за закрытой Добежи. дверью церкви, или что-то другое? Пишите в Ну комментариях что под этим загоним видео. это? Не, это хорош. Это что-то вообще гон какой-то. Ну, хз. Это загадочное Ага, типа автор, знаешь, такой подходит. Значит, я вам рассказываю, как это все примерно снимается. Значит, автор такой подходит. Знаешь, такой максимально такой. А что это за дверь на замке? О, смотри, дух! И такой снимает, и когда какая-то херня вылезла в упоре от него, он никак не реагирует. Типа вообще не страшно. Ага, да. Это, знаешь, это прям, это чудо чудное, диво дивное. Знаешь, страх вообще отсутствует у всех. Вообще отсутствует. Понимаешь, ни у кого, вообще никто, ни у кого ни руки не затряслись, ни ножки не подкосились. Все на видео сидят такие. О, прикольно, говорит, статуя Иисуса на меня посмотрела, только что поморгала. Нормально. О, а что тут дух, да, из дырочки? А ну-ка улыбнись, братишка. На ютапчик пойдешь. О, все, пацаны, нормально. Давай. Никто ничему не удивляется. Вы представляете, такое увидеть и снять? Да там руки затрясутся, ноги, там дар речи отнимется. видеозапись была предположительно заснята человеком, Ага. который снимал документальное видео архитектуры этого собора и его историю. Церковь находится в Польше. В начале видео мужчина заходит внутрь здания собора и подходит к выставочной будке и снимает интерьер. Затем он подходит к другой будке. Вы можете заметить действительно зловещее отражение в стекле. Фигура кажется бледной, туманной и имеет темные Обожаю камеры. Обожаю, давай. Какой год? Я сейчас отлесну это видео. Какой год-то? Ох, не поленюсь, Запись тихо. была предположительно заснята человеком, который снимал документальное видео архитектуры А, документальное видео, да? Ну, профессиональное оборудование, как бы. этого собора и его Ну, историю. это Церковь понятно, находится ага. в Польше. Мгм. В начале видео мужчина Мгм. заходит внутрь здания Мгм. собора Мгм. и А оттуда, знаешь, такой из второй дверцы. Курва, рашмит, сука, блядь. подходит к выставочной будке и снимает Те, кто в интерьер. КС играет, те Затем поймут. он подходит к другой будке. Вы можете Вы заметить заметили, какое профессиональное оборудование и освещение человек использует? Документальный фильм. 100% по центральному каналу покажут. 4К минимум. Мгм. действительно зловещее отражение в стекле. Фигура кажется бледной, туманной и имеет темные запавшие глаза. На этом моменте можно предположить, что это отражение от какого-то предмета снимающего, возможно, держатель камеры или деформированное камеры? отражение автора видео. Тем не менее, мужчина заснял в третьей будке еще один призрачный Какой силуэт камеры? в правом нижнем углу. Да? Призрачное лицо выглядит кричащим, как будто зовет на помощь. Возможно ли, что мужчина заснял призраков, обитающих в этой церкви, или это надумано? Всего лишь игра нашей фантазии. Что думаете? Пишите в комментариях. Я думаю, что у мужчины оборудование просто космическое. Понимаете, просто феноменальное. Это реально, я бы на первый канал бы сразу запустил такое. Это, это, сука, самый бредовый сюжет, который я видел. Вот конкретно вот этот кусочек. О, смотри, 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 говорит, у меня Siemens A52. Ай, тихо, тихо, приближаю. Смотри, ты видел там силуэт? Боже мой, там был силуэт. Дурак, успокойся, у тебя, говорит, камера 0.3. Нет, там был силуэт. Я видел эту иллюминат. И пятая колонна, золотой миллиард. Просто я все видел. Да. Не, ну здесь 100% привидение. Незваные гости на свадьбе – частое явление, и ничего здесь удивительного нет. Но в Чего? этом видео незваный гость на церемонии бракосочетания был весьма странноватым. Этот объект явно не был приглашенным. Даже Нихера себе объект, кто рыпануться пришел на свадьбу.
Окси, ты ли это, родной? Вы просто посмотрите на его внешний вид. Он одет не по дресс-коду. Он откуда-то выходит из-за угла, проходит мимо гостей церкви легкой походкой, ходит за объектив камеры. Присмотритесь на форму головы этого объекта. У него нет челюсти, как будто она Все нормально у исчезла. всех? Не-не-не, тормозите. Мужик обернулся. Не надо гнать. Заметили? Так, тихо. Следствие ведут знатоки. Обратите внимание. Вы этого объекта. Смотри, У него нет фиксируйте. челюсти, Опа! как будто она исчезла. Полная схожесть с Опа! инопланетянином. Кто этот инопланетный незваный гость? Что он делает Чувак флексит идет. Турун. Это с 2004 года. Тектоник, чувак, еще танцует до сих пор. на свадебной церемонии? Бля, что за А эти бред? странные движения руками? Что думаете? Вот. Может, Вот я вот когда, помню, школу заканчивал, когда у нас ТикТок танцевали, вот я примерно так же говорил, что за странные движения руками делает данный молодой человек. А потом они начали плодиться. Все понятно, ясно. странность происходящего Мгм. чересчур надумана? Да все нормально, обычная свадьба. Друзья, вы любите пощекотать себе нервы? Если да, то переходите на мой второй канал Просто Чез, где вы найдете жуткие психологические и мистические эксперименты, а также путешествия в страшные и аномальные места мира. Канал Просто Чез, ссылка на экране и в описании. Братишка, я тебя Так, тихо. Это видео с камеры Опа, тихо, тихо, наблюдения тихо, тихо. было Ща запечатлено в 4:30 утра. Так. В это время Так. в церкви не должно никого быть, даже охраны. В такое время эта церковь закрыта. Именно тогда, рано утром, Чей пацан? камера наблюдения засняла, как многие предполагают, призрак ребенка. И это не только из-за того, что в такое время никого не должно там быть, а и потому, как ребенок растворяется в воздухе. Слышь, пацан. Если это был Или настоящий может не ребенок, пацан проходить через дверь не надо. то как так получилось, что он исчез? Сбой в камере наблюдения? Почему именно в этот момент, как проходил ребенок? Но тогда такой вопрос. Кто мог вообще забыть ребенка в такое время и закрыть внутри церкви в полном одиночестве? Навряд ли он там живет. Да нет, там FPS проседал, там видно, что сервак херовый. Я раз тоже так через текстуры прошел, сам в шоке был. Да не, ну фэк какой-то. Я ни в коем случае не утверждаю знаю. и не доказываю, что эти видео Воин. реальны и что это все правда. Просто показываю вам, что такие события иногда происходят в нашем мире. Возможно, правда, возможно, фейк. Решать вам. Моя задача пощекотать вам нервы и чтобы каждый из вас остался под впечатлением. Короче, мое мнение, самый реальный, типа, чувак, самый реальный сюжет, это вот про эту бабу, которая по колонне лезет. А ты на ютубе, кстати, там это напиши, ну не знаю, как по мне, ну, по крайней мере, самый максимально реалистично снятый сюжет. Это про вот эту бабу. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.